Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро расклад. Зима 2024-2025. Как меняется ваша реальность, как изменится ваша жизнь за эти 3 месяца. Декабрь, январь, февраль. Давайте узнаем у карт. Конечно, карты не расскажут о личной истории каждого из вас, поэтому будем реалистами. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время, какие-то подсказки вы для себя получите. Или когда мы слушаем расклады, все равно каждый из нас думает о чем-то своем. И я надеюсь, что какую-то свою историю или тему вы сумеете просчитать, и словно пазл сложится. И по традиции в декабре мы подводим итоги и строим планы на будущее. Но если декабрь у нас еще где-то ожидается, по крайней мере, один период, может быть, это будет вторая половина месяца, к примеру, относительно спокойный, и мы построим такие свои планы, что-то спрогнозируем, то вполне вероятно, что в феврале нам придется что-то корректировать. И даже в январе, вторая половина, это тоже могут быть события в жизни ключевых партнеров, в жизни наших контактов, социума, руководителей. То есть даже если мы сами хотим какую-то ситуацию удержать, сохранить, то перемены все равно неизбежно будут. Понятно, у каждого по-своему. Поэтому так руку на пульсе держать стоит и быть готовым к тому, что вот как раз план минимум, план максимум в вариабельности нам придется менять. И у вас перевернулось две карты, посмотрите, сама по себе как туз жезлов или туз огня, это какая-то решимость, и более того, к этому есть возможность, есть какие-то предпосылки, причины и следствия, на что-то откликнуться. У нас за спиной как бы фон стоит ангел и благословляет, мои дорогие, вас на какое-то дело. Это, безусловно, у кого-то может проиграться новости от ваших детей, может быть, даже достаточно взрослых детей, но чаще это новое дело, новый интерес, новая занятость. Пусть занятость даже старая, но значит, опять же, что-то уже происходит. Или приходит какая-то информация, или меняется какой-то уклад, порядок. И самим нам тоже приходится подо что-то подстраиваться, адаптироваться. И вот это, одним словом, начинание. У каждого свое будет какое-то начинание или обновление. Для вас буквально может означать успех, достижение, осуществление, может быть, даже вашей мечты. Чем-то вы более чем останетесь довольны за период зимы. И вообще это карта счастья, и когда сбываются наши желания и мечты. Поэтому держите руку на пульсе. Здесь что-то может быть существенно важное. Может быть, в одном пункте, кто знает. Знаете, период таков, что может меняться одна только сфера жизни, а все остальные будут как бы второстепенно подтягиваться за вот тем основным, как двигателем прогресса. У кого-то это будет изменение в личной жизни и, значит, повлечет и вопросы денег, вопросы работы, занятости и так далее. А у кого-то начнется с работы, и, значит, адаптировать будете все остальное. Что вас удивит, мои дорогие львы и львицы, давайте узнаем. События, которые меняют вашу жизнь, как раз вот как меняется ваша реальность и, возможно, меняет вас самих. От чего вы откажетесь? Или подведете итог? И мы достанем 3 карты, и соответствовать они будут месяцам. Декабрь 2024, январь 2025 и февраль 2025. Итак, что же вас удивит? Колесо фортуны. Все то, что я говорила до карт, для вас имеет дважды смысл. Ведь эта карта фортуна, она буквально так и называется. И это удача. Понятно, удача не обязательно к нам приходит как какой-то, знаете, восторг. Иногда такое случается. Но чаще случается, когда нас как раз даже озадачивает какая-то возможность, потому что мы вынуждены перестраивать свою жизнь. Но это карта прогресса и перемены. Конкретно удача, прогресс и перемены какие-то у вас на пороге, что у вас удивит. Может быть, это и будет связано, мои дорогие, не с тем, что это вы вот именно как берете инициативу в свои руки и ломаете какой-то шаблон, переделываете что-то в своей жизни, а вы оказываетесь в таких условиях, в таком коллективе, с теми возможностями, когда перед вами, может быть, и неожиданно,
через изменения, повторюсь, либо в жизни, в событиях ключевых партнеров или социума. Там происходят изменения, и они вторично будут влиять на вас. Вот какие-то большие возможности у вас буквально сразу на пороге. Давайте мы узнаем, как событие изменит вашу жизнь. А вот я вам скажу, как изменит. Девятка огня в этой колоде. Вы словно выходите из какого-то заточения, из какого-то периода ограничений, когда не могли действовать, как бы вам хотелось. Я не говорю, что на 100% сейчас вы будете действовать, как вот вам теперь захочется. Нет, все же нам именно в этом контексте не говорят. Но то, что прежде вы были как, ну, словно сами себя могли огородить каким-то невидимым забором, и вам не хотелось лишних контактов по разным причинам. У кого-то были глубокие разочарования, и вы свели к минимуму, в принципе, дружбу и доверие. Вот этот момент тоже. У кого-то из вас могли быть, к примеру, на прежней работе какие-то проблемы, и вы вообще понимаете, что да, мне нужно искать новую работу, но я так очень осторожен, потому что я не хочу себе навредить. Поэтому вот это тоже, вот как по девятке жезлов, своеобразный забор, когда мы не хотим себя подвергнуть опасности. С другой стороны, мы тщательно отслеживаем, что уже происходит вокруг нас, чтобы действовать, когда это необходимо. А вот здесь как будто пора ваш выход на авансцену. И это как рост вашей популярности, это проявление будет ваших талантов. Причем вы не будете действовать как-то очень быстро. Давайте мы спросим. Вы здесь так в очень аккуратно осторожных еще энергиях. Но какой-то период, то, что касается, ну, у кого-то на вторых ролях, или когда вы с чем-то определялись, словно себя так собирали в кучку, чтобы наконец начать что-то. Вот он буквально заканчивается. И судьба ваша как раз и благоволит к тому, что хватит уже где-то, может быть, период закончился, когда вы разбирались, кстати, с какими-то документами, с ситуациями из прошлого. Ну, значит, вы уже этот итог подвели. Вы будете чувствовать, если мы спросили, как меняется ваша реальность. Вы поймете попросту, что прошлое осталось у вас за спиной. И теперь мне действительно пора. Давайте поясним, что еще. Ну, вот все к чему идет. Посмотрите. Во-первых, две девятки. По нумерологии 9 – это всегда порог между прошлым и будущим. Это перемены. И здесь нам тоже это перемены, те, которые идут к процветанию. Не случайно у нас на этой карте изображена женщина. И, кстати, нам художник изобразил именно в возрасте женщину. Это та, которая уже почивает на лаврах. Это карта, когда мы, ну, изобилие, процветание, успеха, когда мы удовлетворены, в принципе, жизнью. И когда мы можем никуда не торопиться. Поэтому вы можете себе сказать уже где-то спасибо в зимний период за то, что вы приложили прежде какие-то правильные действия, усилия. Или начали раскрывать свои таланты. Вот это тоже. Где к вам приходит как и популярность, как и успех, какие-то сами по себе возможности и заработать больше денег. Потому что все же это пентаклевая карта. Поэтому да, тут выход на авансцену совершенно точно необходим. И меняется все. Меняется ваш имидж. Кто-то будет и гардеробом заниматься, и внешним видом, где-то, может быть, и здоровьем. В конечном итоге это тоже наш внешний вид. Как будто нужно держать марку или какая-то ситуация вас к этому обязывает. Правда? Вот меняется все. И где-то может измениться банально график работы, у кого-то дистанция по работе, кто-то намеревается вообще куда-либо отправиться. И у вас что-то получится осуществить, мои дорогие. Поэтому благоприятный период. От чего вы откажетесь? От паузы. От какого-то безвремения. Может быть, и был такой период, когда я застрял и не могу понять, в каком времени, в каких событиях. Вот такое, как пауза затянувшаяся, или когда я не знаю, как поступить, вот здесь вы будете точно знать, как вам поступить, как вам действовать. В принципе, период ожидания закончился, нам говорят, и начался период, когда даже за какие-то, знаете, вы, к примеру, могли сделать что-то очень хорошо, и у вас получилось это сделать хорошо, но вы это делали когда-то от души. Не столько из интереса денежного или какого-то меркантильного, сколько вы
Именно какую-то работу или какое-то действие могли выполнить лучше всех. Или это когда-то являлось вашим хобби, или просто вы с этим талантом родились. И вы вот как-то чуть-чуть пусть себя проявили и вас заметили. У кого-то проиграется и так. Поэтому для вас вообще себя демонстрировать, позиционировать – это большой плюс. Давайте мы посмотрим по месяцам. Итак, у нас декабрь. И вот декабрь всегда карта недостатка. Извините, пятерка Земли нам говорит о том, что мы можем столкнуться как с недостатком понимания и недостаток денег. Но вот карта вверху нам говорит, что вот как раз ситуация меняется. Я так думаю, что это будет где-то декабрь. И я хочу на колоде Ленорман прояснить, что здесь нам хотят сказать. По этой карте нам кто-то оказывает помощь, кстати. Или вот я могу предположить, у кого сложная финансовая ситуация, колесо фортуны. Фортуна словно разворачивается, именно колесо, когда идет наверх, для вас, мои дорогие львы и львицы. Поэтому как и устранить недопонимание, так и решить денежный вопрос уже в декабре будет возможность. Но правильные действия. Итак, что же изменится? Ну, посмотрите, дерево – это всегда стабильность. Поэтому если мы берем деньги, вопрос денег, он будет решен. И здесь это всегда в рост, поэтому для кого-то деньги в рост, может быть, смотря чем вы занимаетесь. Может быть, кто-то из вас начнет обучаться новому ремеслу, получать новые знания, потому что это необходимо для вашего роста. По этой карте решение вопросов может быть с домом, жилищем. По этой карте также это может быть еще какое-то надежное взаимодействие. К примеру, если вы человек семейный или какие-то у вас есть вопросы общие, да, с вашими родственниками, и такие можете тоже решать темы, потому что нужно как будто закрыть какую-то давнюю брешь по пятерке, я повторюсь, недостаток, чтобы теперь вас ничто не тянуло назад. Тут как будто вам фортуна как раз дает вариант, как и помириться или достичь взаимопонимания путем важных переговоров, откровенных, и в конечном итоге получить какой-то результат. Так и закрыть финансовые вопросы, если это необходимо, или определиться, где я могу или каким образом больше денег заработать. Ну, все то, что я сказала, вы в декабре усиливаете, укрепляете собственные позиции. Медведь как раз говорит о том, что и ваши позиции сильны, а также к вам может быть в ваш адрес проявлено внимание людей, которые стоят выше вас по лестнице иерархии, или вам могут, если вы тем более к этому шли, и вам это было интересно, получить повышение по должности, или когда вы себя развивали, может быть, ваш бизнес, значит, здесь дела пойдут в гору. Для кого-то из вас это будет, может быть, и как просто предложение или его величество случай, все же вверху колесо фортуны. Вы можете кардинально уже в декабре изменить какую-то очень важную составляющую вашей жизни, которая в последующем изменит как и ваш статус, ваш социум, круг общения и также финансовую составляющую. Что же у нас январь? У кого-то это будет связано с тем, что, допустим, релокация офиса или вам куда-то необходимо отправиться. По этой карте может сложиться обстоятельство, когда внешние события, меня смотрят люди из разных стран, тоже таковы, что мне необходимо переехать. У кого-то релокация офиса именно потому, что так происходит. Сам офис переезжает в другую, может быть, страну или в другую местность. По этой карте вы сами можете захотеть работать удаленно, но также это работа с большим объемом информации, с большим количеством людей. Но в целом шестерка воздуха, о чем говорит: переверни страницу собственной жизни. Какая-то новая реальность, мои дорогие, в январе. И здесь словно идет все по нарастающей. Да, есть такое значение «дорогу осилит идущий», потому что какой-то путь вам придется словно в одиночку проделать. Но уже не хочется оглядываться, потому что человек нам показан на лодке. Он отплыл от прежнего берега, и он не смотрит назад. Давайте узнаем, с чем это будет связано.
конкретный переезд или что нам расскажут карты. Но это карта искренности или такого откровенного общения, но больше делового. Поэтому деловая сфера как раз-таки для вас может проигрываться. Или даже перемещение, как командировки, как необходимость или по части вашей работы. Что еще? Как меняется ваша реальность? Ага, ну, конечно, тут у каждого по-своему. Белая карта может говорить просто то, что сейчас мы не можем предусмотреть, предугадать. Или иногда карты говорят, когда вот такая белая карта выпадает, что у каждого из вас вот эти перемены, они будут какие-то свои. Ну, давайте мы еще проясним. Нет общего знаменателя, мои дорогие, но будет планов очень много. В этой колоде Ленорман 2 карты мужчина и 2 карты женщина. Так вот, первая пара, она такая эфемерная, ее не переложишь на какую-то реальность. И вот это как раз одна из карт, конкретно мужчина. И, мои дорогие девочки, может быть банально какой-то мужчина, который вам уделяет знаки внимания. Внимание есть или вас может даже озадачить, почему вдруг в мой адрес столько внимания. Но конкретных действий никаких. Здесь могут даже по этой карте специально, знаете, где-то кормить обещаниями, я должна это сказать, потому что нет реальности. Эта карта может где-то свидетельствовать и о вас самих. Мои дорогие мужчины, это ваши какие-то планы, но их еще нужно. Или отношения, или знакомства новые, или предложения. Все нужно максимально упростить до нашей реальной жизни. Что я имею в виду упростить? И что мне от этого ждать? Или что мне ждать от человека? Или это просто пустой где-то пафос? Вот пафос тоже проходит по этой карте. Или все же за этим что-то стоит? То есть вот с этим придется разобраться. Рядом белая карта. Здесь может быть какой-то человек, который себя вроде бы и преподносит очень ярко, харизматично, но вам вообще непонятно, что от него ждать. И такое тоже может быть. И пара такая, посмотрите, вот я сказала, эфемерные 2 карты, потому что те, которые реальные, они выглядят несколько иначе. А здесь как через дымку. Много огня, много страсти, у кого-то отношения, много огня, много страсти. Может быть и новое знакомство, которое даже у кого-то через работу, через ваше окружение вы познакомитесь. Такое тоже вполне вероятно. И вроде бы есть интерес к друг другу, но куда это идет, еще пока непонятно. Ладно, очень интересно, давайте тогда узнаем. Может быть, вам будет такое предложение от человека. Эх, давай поехали. И вы встанете на выборе, что вот у меня здесь как бы на работе, ну вот может так как деловая сфера вас держать. И вдруг что-то закрутится по личной жизни. Так, ну давайте будем знать, как же меняется ваша реальность. Потому что это не реальность, это еще пока так платы. Вот правда какая-то любовь, у кого-то знакомство совершенно новое, которое будет достаточно эмоционально страстное. И куда это идет, мне очень хочется спросить. К переменам это тоже идет. И, возможно, она мне говорит, что прямо вот сейчас, может быть, какой-то период, пока вы друг друга узнаете, это будет продолжаться. Но рыбы– это карта благополучия. И в этой колоде Ленорман, помимо рыб, еще и корабль, один из символов Меркурия. Это как отчасти может быть как смена статуса, но, безусловно, в первую очередь это перемены. Или, опять же, куда-то вы поедете. Или отправляясь, кстати, куда-то. Может быть, это и необходимые командировки по работе. Вы тоже в дороге где-то можете познакомиться. Или в какой-то другой местности. Или как через ваш социум. То есть есть варианты не быть одному или одной, как минимум, мои дорогие, для тех, кто в сольном варианте. А вот эта карта реальности. Посмотрите, насколько отличается. Поэтому я и говорю, все переводите в реальность. Насколько осуществим тот или иной проект, насколько долговременны наши отношения, насколько, в принципе, мне нужно заниматься тем или иным делом, творчеством. Вот задавайте себе этот вопрос. Потому что, да, вот посмотрите, здесь еще это как иллюзорность и желание, а здесь уже приложенные усилия, действия. И здесь образ, он такой размытый, а здесь уже вполне конкретный. Ну, кто знает, у кого-то есть и возможность все-таки перевести
ваши, допустим, даже отношения, знакомства. Ух ты, как выпрыгнула карта крыса. С одной стороны, не слушайте досужие мысли досужего человека. Может быть много сплетен, мои дорогие. Вы будете в центре внимания. Поэтому держите марку, держите статус. Может быть, это где-то произойдет на работе. И у сослуживца будут приковано внимание к вашему знакомому или знакомой. Все будут шептаться о романе. Вот я не говорю для всех, но у кого-то так может проиграться, и кто-то может позавидовать. Что это для вас? Как это меняет вашу жизнь? Вот переводите все в реальность. Или, по крайней мере, нам ведь тут выпала карта. Так, сейчас я ее найду. Карта лилии. Мы начали откровенность, искренность. Поэтому откровенные разговоры могут вам пролить свет на какие-то сомнения. Или, может быть, если вы, к примеру, настроены на серьезный лад, вы настроены на длительные отношения, не на какую-то игру, тогда есть смысл дать партнеру понять, что меня этот флирт вообще не интересует, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. И вы, по крайней мере, будете знать, стоит ли вам продолжать вот этот вот союз или это знакомство, или даже если его неизбежно придется продолжать, по крайней мере, в каком контексте. И насколько далеко вы будете готовы зайти. Проясняйте многие вопросы заранее. Стройте, да, планы на будущее, это хорошо, но максимально конкретизировать каждый план, наверное, будет хорошая практика. Где-то собой не рискуйте, все-таки карта Медведь говорит, что и у вас, мои дорогие, сильная позиция. Очень интересно, поэтому идти вперед придется. Мужество, настойчивость, мои дорогие, что же февраль? Тут какое-то решение. Может быть, это как сообщение о детях, между прочим, такое тоже. Даже взрослые дети вам тут о себе что-то расскажут, скажут, какая-то новость. Но это, опять же, часто наши новые начинания, когда мы уже приступаем к действиям, мы уже как бы мотивированы, мы уже с чем-то определились. Поэтому будьте готовы к тому, что словно период обновления, я вот говорила до карт, что мы в феврале еще раз что-то пересмотрим, вполне вероятно, и для вас то же самое. Но скучать будет некогда, это хорошо. Давайте узнаем, как же изменится ваша жизнь, как меняется ваша реальность. У кого-то действительно будут вопросы дома, вопросы ваших детей, или это будет все связано с переездом, вы будете что-то узнавать, оформлять, как правильно оформить документы, как собрать вещи. Или если вы будете планировать, значит, какие-то темы вы будете пытаться предусмотреть. Выпадает змея в этой колоде карт. Змея появляется внезапно, и она нас словно пугает. Она нас нарочно хочет привести в некоторый стопор, чтобы мы остановились. И может быть, если тут какие-то глобальные перемены, вполне вероятно, вы можете, как через новость, через какую-то тайну, может быть, открывшуюся, у каждого по-своему, либо информацию, либо события извне, либо, как я сказала, меняется что-то в вашем окружении, может быть, от ваших детей приходит тоже какая-то новость, заставляя вас пересмотреть или свой график работы, или подумать, куда я иду дальше, или это будет как-то взаимодействовать либо с вашей личной жизнью, или одновременно планы работы. Мне сложно очень сказать, поскольку вы абсолютно все разные. Но вот замереть вот так мы можем. Что же делать дальше? Куда идти дальше? К чему все вообще движется? Мы буквально можем засомневаться, испугаться, ну правда. И вот эта развилка, когда вы будете на развилке. У кого-то банально проиграется «еду, не еду». Соглашаюсь на эту работу или не соглашаюсь? Соглашаюсь я на этот график работы или на командировки или нет? Но развилка – это выбор, и выбор будет. Поэтому, может быть, кстати, четверка мечей или воздуха, мы приводим мысли в порядок, мы что-то обдумываем. И от чего-то вы откажетесь, поэтому баланс вы определенно какой-то проведете. Или для себя четко обозначите рамки, в каких рамках или в каком пределе я буду готов взаимодействовать с кем-то.
словно свою территорию обозначите или сферу своих интересов. Будет очень важно, посмотрите, искренность и надежность. Это как две красные нити через весь зимний период, мои дорогие львы и львицы. И если вам что-то непонятно, лучше 1000 раз задать какой-то один и тот же вопрос в разных тонкостях, нюансах, вариантах. Но для вас вот этих белых карт, как у нас выпало, да, когда мы смотрели шестерку воздуха, у вас не должно быть. У вас максимально должно быть все прояснено. И неважно, личная жизнь, вопросы любви, вашей занятости, труда, детей. Вот просто все максимально прояснять, чтобы не было сюрпризов, вот таких змей. Чего-то не упустить. В конечном итоге солнце. А у кого-то будет стоять вопрос предложения руки и сердца. Вот так. Или мужчины, мои дорогие, это вы будете готовы, может быть, кому-то сделать такое предложение. И в связи с этим предложением организация или реорганизация жизни как и вас, так и вашего партнера, она тоже должна произойти, поэтому много нюансов вы будете вместе обдумывать. Вообще, действительно, судьбоносные перемены. Как меняется ваша жизнь? У каждого по-своему. Но, мои дорогие, даже если вы ничего не хотите менять, как будто высшие силы вас заставят вносить коррективы, потому что это может произойти в силу внешних обстоятельств. Но все к счастью, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.